Атмосфера представляет Диджей Фонарь. Сегодня музыка звучит так. Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович. Здравствуй, зритель! Вчера и сегодня меня зачем-то занесло во Владивосток, командировку. Ну и я понял, что уезжать отсюда без видео нельзя, поэтому я заперся в гости к Илье и к его замечательной GF8, которая Impreza RX-TI V-Limited 235 из 500. Рассказывай, как ты вообще, как тебя угораздило стать субаристом? О, это долгая, душещипательная история на самом деле. Рассказывай, не будет что вырезать. А, да? Ну ладно. Короче, у нас на базе ДСАФа раньше, были гоночки. У нас тут шоссейные кольцевые, зимние трековые. Все это хорошо так освещалось. Каждые выходные была передача. И я вот, будучи отроком, я их так смотрел на эти соревнования. В одной из передач директор на тот момент ДСАФа, Токмаков, он сказал, что на базе ДСАФа есть спортивная команда, вот туда требуются ребята, помогать, принеси, подай. Я стал активно узнал телефоны, начал туда звонить, там же ни сотовых, ничего не было, городские. А было мне, по-моему, я был в 8 классе. Где-то полгода, я ему мозолил уши, глаза, приходил туда. Он, в конце концов, так сложились обстоятельства, что Егор Федорович Украинец как раз заходил к нему, и я у него там сидел, выпрашивал, ну ё-моё, вы же сказали, так что давайте, куда-нибудь меня пихайте, в какую-нибудь команду. И заходит украинец Егор Федорович, он, а я, говорит, тебе помощника нашел. И чтобы, знаешь, такой, как отвязаться от меня, он такой, давай, вот, Егор Федорович, вот, все, вот, иди, вот с ним, иди, чтобы глаза мои тебя больше не видели вообще. Я, ну ладно, там от ДСАФа до Subaru клуба, там, 100 метров пройти. Пришли мы туда, Егор Федорович там все показал, говорит, понимаешь, мы вот гоняем только на Subaru, все дела, я говорю, ладно, говорю, я еще, говорю, у меня, 8 класс? Я тогда только на дедушкином Хайсе, на тракторе, на грузы, легковых машин, таких спортивных, я только на картинках видел, и так на соревнованиях. Ага. Ну и все, вот я класса, по-моему, с 9 уже, да, класса с 9, я вот прибился туда, в этот Subaru клуб. Так я там, полюбил Subaru и остался. Долго там работаю, то есть на соревнованиях механиком, ты знаешь, там брали сначала здесь по месту, потом на ралли, там везде. А у Федоровича был штурман Ядов Андрюха. Он был постарше меня. Вот он меня каждый день до дома довозил. Ну и все, мы что-то так заобщались, закарифанились. Потом, Андрюха очень круто ездит, очень круто. Сейчас ушел, сейчас в мотокросс, а по машинам он ездил прям реально круто. И все. Вот у меня было 2 кумира. Сначала Федорович, потом Андрюш. Потом Андрюша нашел спонсоров. Шелц. Тогда была одна из самых крупных компаний
Вот. И меня позвал туда. Я купил Левин. Кривое до безобразия, я тебе отвечаю. Он проехал сезонов 5, наверное, на всех гонках вообще по Дальнему Востоку. Его били-перебили, били-перебили, били-перебили. Зато на треке, на Змеинке, я тебе отвечаю, его эта вся кривизна, прям он как-то был загнут как раз под те повороты, под большинство этих поворотов. Мы еще с Федоровичем, короче, туда коробку перебрали ему, поставили первые 2 передачи с Хонды. Она была короткая до безобразия, блокировку туда воткнули. Ну и вот с этой трахомы началась моя, короче, грубо говоря, спортивная карьера. Потом мы в Шелс, меня Андрюша позвал, там мне уже, фирма, как бы, все, у них спортивная команда, короче. Андрюхи они втарили, Цивика, ежешный кузов. И мне, короче, CRX притараканили. Ну и все, вот я его сам себе подготовил, сам каркас сварил, все сам сделал, все ништяк. Ну и, короче, вот по спорту мы вот так вот там, пока было спонсорство, ездили, потом все прекратилось. Ну и на самом деле я тебе, что хочу сказать, я, по-моему, курса до 2-го института, вот с 8 класса, 3 года я или 4 в Subaru клубе проработал. Потом каркасы варил там с Шипуновым, с Андрюхой. Научил, все варить научил, все научил. На самом деле достаточно интересно. На соревнования возили. Блин, эти Subaru, я тебе отвечаю, мы на тренировки ездили. То есть сам момент, когда полюбил Subaru, это именно самый этот щелчок, это Андрюха Шипунов. У него была красная ГЦХ, старая, блин. И вот мы на какие-то соревнования ехали. В общем, он меня прокатил по городу. Мы куда-то опаздывали. Он меня прокатил по городу. И именно в тот момент, в момент какого-то подлета на Постышевском переезде, понимаешь, мы летим, подлетаем, а я понимаю, что мы приземляемся прям аккурат в заднюю часть впереди едущей машины. Я начинаю потиху поскрипывать, повизгивать. Андрюха, не ссы! Мы просто приземляемся. Он делает сейчас. Он делает рулем вот так вот. Хоп! И мы ее объехали. И полетели дальше. Именно в эту секундочку я влюбился в эту машину, в марку. А представляешь, а что мне там, 10 класс? Представляешь, 10 класс. Впечатлений сколько было, можешь себе представить? У меня все друзья-карифаны там куда-нибудь там по лавочкам, еще куда-нибудь там побухать, а я после школы в Subaru клуб. Потом в Шелсе мы там ездили, это тоже, ледовые трековые гонки, Змеинка. Это было прям офигенно. У нас реально была команда, представляешь? У нас было несколько машин. Я, Андрюха, потом еще Леха туда подтянулся. У нас был свой грузовик, свои техники. Грузовик, в смысле, здоровый. 3 машины влазило, там 2 нормальные, 1 чуть-чуть криво. Вот там в Якутию ездили, везде. Прям круто. Времена пошли тяжелые, на самом деле, для запчастей. Они как тогда начались, так до сих пор и не заканчиваются. Все хуже и хуже и хуже. Я с Василийской вообще нормально. Здесь 200. Объездной 200. Она, папа, давай быстрее. Я говорю, папа, больше не может. Рассказывай, что тут стоит. Стоит мотор сток. Цилиндропоршневая группа стандартная. Ни форсунки там, ничего. Все как стоит на стандартном моторе, так оно и стоит. 207 мотор с T6 версии. Выпускной коллектор, равнодлинный, турбина Grady T518Z, гусь HKS, трасса Trast титановая, диски тормозные, Project. Стойки стандартные, тейны снял, ибо машина выходного дня, а с беременной женой на такой машине на тейнах не поездишь. У самого титьки трясутся, а у беременных там вообще капец. Тормоза спереди 4-поршневые, сзади скобки обыкновенные, шланги тормозные армированные, упор главного тормозного, главный тормозной от ГДБ,
Тормозят люто, лучше, чем Brembo. С этим я могу спорить. Мозги Zero-Sport. Все в распорках. Куски там, битраши и так далее и тому подобное. Стабилизаторы Zero-Sport. Перед, зад. Линки. Тюнинг неизвестного японского мастера. Привода от 6 ступок. Коробка тут стоит с Legacy. Длинная. Мне она очень нравится. Облегченный маховик, корзина, диск. Эксиди. Гибридная. Керамика, органика. По городу как на органике. А если надо куда-нибудь подубасить, то керамика. 3 блокировки. Все стоит на 0,5 Way. Потому что в противном случае у нее и так радиус поворота, как у длинномера. А так вообще нельзя будет повернуть. Руль выворачиваешь на спуске, и она никуда не едет. Тронуться с вывернутыми колесами практически невозможно. Мои конгратуляции. Нежнее, Федор, нежнее. Ничего не предвещало. Да Это нормально. блокировки все твои. Да, к ним привыкнуть нужно. Никаких фронтальных кулеров, там ничего не стоит. Ну, только с ГДБхи кулер поставил, он побольше чуть-чуть. По идее, турбина рассчитана там на 350 лошадей при 1,5 килограммах. Едет 1,5 килограмма, мотор держит стандартный. Для того такая турбина, кстати, и ставилась, чтобы не лезть в потроха мотора, чтобы можно было на стандартном моторе 1,5 килограмма едет и славненько. Из китайского. Здесь стоит только самка и Вестгейт, который вклинил. Машина крайне надежная. Крайне надежная. И это не шутки. Лимит, это ж одна из 5. Это не одна, это 235-я из 500 выпущенных автомобилей. Ну, 5 мы разобрали на запчасти. Получается, их уже точно 495. Вот, она, грубо говоря, с каждым днем все эксклюзивнее и эксклюзивнее. На машине езжу мало, редко. Машина собиралась долго, бережно. Все самое лучшее на нее покупал, начиная там вот от чехольчика кулисы, заканчивая там ковриками синими, там, ну, то есть все это заказывалось с Японии. Все постепенно дошла до кондиции, и зимой я на ней не езжу, у меня нет зимней резины. Самое же основное забыл, туманки свои любимые, а Pirelli, что б я без них делал? Bоже, как они светят! Это просто вообще, это просто что-то с чем-то. С Хабаровска, когда ехали, ну фары, ну там лампочки IPF стоят, и ну, беленьким светят. Ну не видно же нифига. Вот ты когда едешь там 200, ночью темно, дорога малознакомая, туманочки подрубаешь и видать все метров на 500, вообще просто как днем. Хорошо? Отлично. Просто шикарно. Вот, и устаешь меньше с ними по ночам. Ну, правда, приходится их постоянно включать-выключать, потому что ты водителей встречных слепишь так, что, ну, чревато. Эх, остается спросить, а где турбо? Она есть, честное слово. Честно. Ну, просто там сисяйский визгит, он сказал, я, пожалуй, открытый постою, чуть-чуть more. Ага. И все. Яма турбо получилась очень Да, большая, 1000 до 10 оборотов, до нее просто надо докрутиться. Да, да. Машина меня, видимо, просто не любит. Она стояла год с поломанной коробкой. Тут приехал Ваня с Мариной.
Сказали, Илья, вот тебе новая коробка передач. Обязательно. Подарок. Вот это вот было, вот это вот. Вытащили машину из гаража недовольную, поставили ей новую коробку. Она поехала. Прожгла себе выхлопной коллектор быстренько, чтобы не ехать. И не дала видео снять еще весной. А теперь я приехал не весной, и она заклинила везде. И ты тоже ехать не хочешь. А машина надежная. Ну и напоследок пару слов от режиссера монтажа. Я вижу, ты тоже устал от рева выхлопа. Знаешь, пока мы снимали это кино, голова уже была немножко чугунная. Но вот сколько дней я монтирую это все, и каждый вечер я напоминаю Илье о том, что его выхлоп меня задолбал. Орет эта лялька, красиво, но очень утомляюще. Все, что мог сделать со звуком, я сделал, лучше уже некуда. Машина это просто восхитительная. Илья красава, молодец, Турик песня, Вэшка валит и так далее. Шасси получилось сбитое, рулится моментально. В меру тряская, в меру жесткая, очень резкая и крайне отзывчивая. Никаких лишних кренов, никаких раскачек, клевков. Просто машина едет туда, куда надо, так, как тебе надо. Ну, за одним исключением, это заклинивший визгейт, про который мы тебе уже рассказали. Мы пытались его оживить, но... Как потом вскрытие показало, это откололся кусочек недавней сварки на гофре на выхлопном коллекторе, попал под клапан вестгейта, и он заклинился в открытом состоянии. Я пытался раздуть турбу до положенных 1,5 килограмм, когда вестгейт уже нормально откроется, но не получилось. Больше очка я не раздул, поэтому клапан гейта не сдвинулся с места, огрызок сварки этот не вылетел на улицу, и получилось, что получилось. Вначале есть пара тряских кадров, как оно ехало еще весной. Ехало здорово, да, головой об подголовник бьешься. Помимо прочего, Илья Сергеевич скромно умолчал о том, что на драг-гонках в Шамаре он на этой машине проехал низкие 11 секунд и вывалился из заявленной категории 11,5-12,5. Классная машина, просто классная. На мой взгляд, очень не лишним был бы переход на 16-битное управление, то есть это нормальный пятиногий МАФ, там 4-ногая лямбда, форсунки с верхней загрузкой, другой компьютер, другая проводка, чтобы все это настраивать, чтобы все это более быстро и адекватно работало, но машина едет и так. На вот этом старом желтофишечном мозге, архаичном, медленном и тупом, она валит на все деньги и доставляет водителю огромную бурю эмоций и удовольствия. Ездить на ней даже, повторюсь, на лоу-бусте было просто непередаваемо. На этом я закончу очередной опус адских модификаторов. Пренепременно подпишись, поставь лайк, поделись с друзьями, мне это будет очень приятно. Оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас, вам ответит первый освободившийся специалист, если посчитает это нужным. Да они где там респавнятся, мать их переедут.